А спонсор видео — наша мастерская. Здорово, народ! Мне сложно оправдать ваши ожидания. Я не лучший оратор, далеко не лучший оператор. Место съемки у меня так себе. Я не обладатель бархатного голоса, не могу порадовать вас точными фразами, красивыми кадрами и так далее. Хотя я буду стараться, но я вам обещаю, что вы увидите что-то уникальное. Любая кастом-сборка начинается с индивидуального заказа, и требования моего клиента были следующие. Мы собираем походный ПК. Это такой, который мы отключаем от сети 220 вольт, кидаем в сумку и едем в неизвестном направлении по неизвестным дорогам. То есть нам нужен компактный мини-ATX корпус, но желательно прочный и надежный. Также хотелось бы поиграть в компьютерные игры. А для этого нам нужна хорошая видеокарта и хороший процессор. 7800, 9800 X3D от компании AMD и видеокарта 5080 от компании Nvidia. Желательно, конечно, побольше. Мать, в принципе, любая сойдет. Оперативки тоже, лишь бы неплохо было бы побольше добавить. Блок питания любой, но потише. В принципе, требования были примерно вот такие. Далее цитата. Весь пердолинг корпуса приветствуется. Допилы, распилы, 3D-печать, ножки и прочее, чтобы было тихо. В принципе, не проблема собрать все эти железки в компактных корпусах, ну типа Deepcool CH160, Encase M2 и так далее. Но я подумал, что посредственного шумного горячего хлама на YouTube уже достаточно. Хватит. Нужно сделать что-то особенное, что-то уникальное, что-то, выходящее за рамки невозможного. Ставки высоки. Получится ли у меня? А еще нужна надежность, чтобы жестко было, чтобы прочно было, чтобы ничего не отваливалось, ничего не вырывалось, чтобы это была хорошая монолитная конструкция. Если все подытожить, то мы собираем компактный мини-ATX ПК с горячим процессором и мощной видеокартой. Дешевый, но тихий и холодный, при этом с максимальным количеством доработок и колхоза. Но чтобы надежный был, как АК-47. Звучит как бред, но именно этот бред сейчас стоит у меня на столе собранный и готовый к использованию. Для такого компьютера нет лучше корпуса, чем NR200P за 4000 рублей, который не жалко резать, а который можно сломать машину, если случайно кто-то выбросил его на дорогу, каждый сантиметр которого абсолютно полностью изучен и понятен. Для него существует масса доработок и тюнинга. И именно в таком корпусе можно собрать действительно тихий, холодный и недорогой ПК. План действий расписан, компоненты заказаны, все задачи понятны. Поэтому без лишних слов, вот согласованный список важных комплектующих этого ПК. AMD 7800 X3D и в пару к нему новенькая Arctic Liquid Freezer 3 Pro. Не самая маленькая гигабайт Gaming UC 5080 со 110 мм вентиляторами и общей длиной корпуса в 340 мм. 64 гигабайта недорогой, но достаточно быстрой оперативной памяти на штатных первичных таймингах CL30. Неплохая мини-ATX материнская плата ASRock B650i. Хороший ПП First Player SFX 850 Gold с длинной гарантией и смешной ценой. И 3 вентилятора ID Cooling 92 мм. Как вы понимаете, ни второй, ни третий номер нашего списка не лезут в корпус NR200P. Поэтому мы будем резать, будем проектировать и будем 3D печатать. На просторах инета уже есть один пример сборки NR200P версии 2, и этого гигабайта 5080. Но мы тут совсем не деревня. В компоновке с горизонтальной видеокартой, а именно это положение является оптимальным для нижнего забора воздуха видеокарты, NR200P версии 2 не может работать, у него просто нет такой опции. Зато есть у версии 1. Чтобы нашу видеокарту было легче монтировать без изгибов собранного корпуса, нам нужно расклепать переднюю стенку и перевести ее на крепление винтами. Теперь же начнем примерять видеокарту и отмечать моменты, которые мы должны поправить. Давайте смотреть, что у нас тут получается. Как видите, здесь видеокарта упирается, и нам нужно небольшое количество металла здесь убрать. И она должна чуть-чуть сюда зайти внутрь, совсем капельку. Вот. Внизу ситуация примерно такая же. Вот, у нас здесь есть ребро жесткости, которое мешает, оно очень сильно выпирает. Его тоже придется убрать, но я не буду его убирать полностью. Здесь, как видите, есть у видеокарты соответствующие вот такие вот изгибы. И я уберу только там, где
видеокарта, входит, скажем так, в вот эту вот нишу прямоугольную. И это будет решать один вопрос, который меня попросил решить заказчик сборки этого корпуса, а именно он собирается транспортировать компьютер в сборе, не снимая видеокарту, периодически будет с собой его возить. И поскольку видеокарта тяжелая, чтобы она не отломалась, ничего здесь не сломала внутри, и сама не сломалась, нужно каким-то образом здесь разместить видеокарту так, чтобы она более-менее жестко здесь стояла, поскольку весь остальной корпус в сборе очень жесткий. Видеокарта будет тоже жестко закреплена и никуда не будет двигаться, что я считаю вполне себе безопасным решением при транспортировке без всяких подставок и прочей лабуды. Поэтому я сейчас займусь примеркой, расчерчу, в каких местах мне нужно сделать пропилы и, собственно говоря, сделаю эти пропилы. Так, я здесь примеряю, и уже, в принципе, очень все близко. Смотрите, у нас вот так вот сюда все это встает. Сейчас вот так поровнее чуть. Вот она будет сверху ограничена, туда можно будет какую-нибудь резиновую штуку напечатать, чтобы она не царапала, хотя я сделал все схватки, снял, все гладенько, аккуратненько, но все равно. Краска, обкраска так себе история. Вот, есть упоры спереди, сзади. То есть видеокарта в этих плоскостях двигаться не будет. И теперь у нас, как видите, здесь вот как она выпирает. Соответственно, тут должна тоже чуть-чуть выпирать, поэтому осталось совсем чуть-чуть здесь убрать. И все. Штуковина эта встанет на место. Перейдем к радиатору СЖО. Он и так сам по себе огромный, а в сочетании с 25-мм вентиляторами я вообще не понимаю, как его там размещать. Тем не менее, есть некоторое количество доработок, которые нам нужно сделать. Во-первых, сами вентиляторы будут частично порезаны, так как они просто-напросто упираются в слоты УЗУ, и разъем 220 вольт и не позволяет низко опустить радиатор вглубь корпуса. Во-вторых, нам нужно изготовить свои собственные крепления для радиатора, так как на штатную верхнюю крышку всю эту конструкцию не подвесить. Крепления эти должны быть достаточно изящными и надежными. И третье, нам следует раздобыть новую верхнюю крышку, ведь старая никуда не годится по своим габаритам. А для этого я воспользуюсь услугами 3D-печати на Авито. Как раз у мастера, где я заказывал крышку в прошлый раз, появился принтер большего размера, и крышку он напечатает теперь одной деталью. Пока крышка печатается, идет процесс замеров и подгонки креплений. В принципе, с ними все ясно. Печатаю пластиком прототипы, но так как пла не годится для работы внутри корпуса, финальный вариант печатаем из угленаполненного нейлона. В принципе, все остальные элементы, которые я буду печатать для этого корпуса, будут из этого материала. Крепление будет очень прочным, стойким к высоким температурам и надежным к нагрузкам. Еще одна проблема установки радиатора – это штатное гнездо 220 вольт. Гнездо мешается, поэтому после всех согласований смещаем его в сторону. Действуем по накатанной, режем, проектируем, печатаем. Немного погодя, наслаждаемся результатом. И вот теперь, когда радиатор уже окончательно готов, можно примерить его и провести некоторые испытания. Дальше на очереди у нас корпус блока питания. Мой выбор пал на First Player. Надежный недорогой ПП с высоким КПД.
Это практически платиновый БП на расчетной нагрузке нашего ПК. Но вот проблема, он шумный, а его аналоги сильно дороже. Всему виной ублюдский 80-мм вентилятор, установленный в корпусе БП, и дурацкая защитная сетка. Так как в штатную крышку большой вентилятор мы поставить не можем, то просто проектируем новую под больший вентилятор. Печатаем ее из все того же угленаполненного нейлона. Переделываем разъем вентилятора IT Cooling на штатный. У меня даже случайно завалялась фишка. И собираем все. Офигеть, все получилось с первого раза. У нового корпуса БП сразу же есть ограничитель потока изнутри корпуса ПК. Также у нас был небольшой зазор в 5 мм, поэтому я сделал крышку так, что она стоит немного под углом, что способствует чуть меньшей турбулентности. Проведем небольшие испытания. Ну что можно сказать, однозначно БП стал чуть горячее. Задняя стенка греется на 3,5 градуса больше на той же расчетной нагрузке, если сравнивать его с оригинальным вентилятором. Но ё-моё, он вообще теперь бесшумный, просто тишина. Карта стоит, радиатор с вентиляторами установлены, БП тоже на месте. Еще в момент прошлого тестирования вентиляторов на нижней стенке этого корпуса я показывал, насколько неэффективны ее отверстия. И сейчас нам нужно их доработать. Также изменением подвергнется и заводской фильтр, который тоже не очень. В первую очередь наглухо вырезаем всю металлическую сетку на корпусе ПК. А фильтр – отдельная песня. Для нижней стенки не подходит фильтр 120 на 240 или 140 на 280. Там 120 на 280, который не нашел в продаже. Поэтому заказываем 120 на 360 и делаем из него фильтр необходимого нам размера. Вот так у меня получилось. На заднюю стенку у нас установлены два 92 мм вентилятора ID Cooling, такие же, как в корпусе БП. Хорошие вентиляторы, мне понравилась их крыльчатка, мне понравилось, как они работают. И тесты я нашел на Reddit неплохие, но с ними тоже оказались проблемы. Зачем нужны эти вентиляторы? Без них задняя стенка как меж-панель, да еще и без фильтра. Это и лишняя пыль, это и потеря заряжения внутри корпуса. Мы могли бы просто заглушить заднюю стенку, но от вентиляторов есть небольшой эффект. В частности, видеокарта практически не реагирует на наличие вентиляторов или на заглушенную заднюю стенку. Но ситуация меняется, если запускать нагрузку видеокарты вместе с процессором, то есть игры. В таком сценарии процессор работает примерно на 5 градусов холоднее, чем заглушенный задней стенкой. В данном случае вентилятор разгружает СЖО процессора, забирая часть горячего воздуха. Как вы знаете, самый горячий воздух генерируется в передней части видеокарты. Кроме того, тут еще материнская плата с ее компонентами на ней, которые тоже немного нагреваются. Теперь, когда все приготовления закончены, можно собирать. И у меня нет каких-то красивых кадров по сборке, но есть еще кое-что, что я могу вам показать. В частности, провода вышеописанных вентиляторов очень длинные, поэтому я их отпаял, отрезал и припаял в размер, чтобы не мешались. Очень длинные шланги СЖО укутал в бандаж, не для красоты. Бандаж препятствует сильному изгибу шлангов возле крепления к водоблоку и сразу после него, а также держит шланги друг над другом, чтобы при закрытии крышки они вместе прижимались внутрь, а не один давил на другой. Теперь можно уложить оставшиеся провода, благо их длины достаточно. Избыточной длиной обладает лишь провод 12 VH-Power. Но ничего, за БП достаточно места. Я сделал там небольшое кольцо. Провод аккуратно идет по периметру бэкплейта видеокарты, не закрывая заднее отверстие для продувки радиатора, и плавно заворачивает в свое гнездо. Идеально. По остальным проводам мне нечего вам сказать. Просто аккуратно уложил. Где-то стянул стяжками, где-то липучками. С задней стороны вообще ничего нет. Там абсолютно прозрачное стекло, голая материнская плата и только SSD установлен. Пожалуй, это все по сборке. Теперь, когда корпус собран, можно добавить пару важных слов, почему этот компьютер дает просто огромную фору другим эталонам с YouTube. Несмотря на кажущуюся мою любовь к NR200P, сам ПК построен не вокруг корпуса, а вокруг концепции о воздушных потоках. Если мы посмотрим на стандартный NR200P, на CH160, NKS M2, Liandeli A3 ETX и прочие корпуса подобного плана, каждый такой корпус в стоковом состоянии работает неэффективно для видеокарты. Вы это заметите при сравнении в конце видео. В таких корпусах карта затягивает воздух вокруг себя, и вам либо нужен поддув снизу, чтобы убрать горячий воздух, который видеокарта только что вытолкнула из себя, либо нужно создать разрежение над видеокартой, то есть нужны выталкивающие вентиляторы из корпуса. И вот в этих примерах эти вентиляторы стоят на СЖО процессора. Но есть проблема. Это межпанели корпуса вокруг. Такой корпус не герметичен, из-за чего он, как правило, шумнее. В нем не создается разрежение над видеокартой. Воздух быстро заходит через боковые стенки и сразу же попадает в СЖО. Вентиляторы водянки очень слабо вытягивают воздух из-под карты, поэтому она коптится в собственном соку. Посмотрите на этого радостного товарища, как он гордится в начале своего видео тихой работой своего 3-килограммового Астрала 5080 на 70 градусах при 900 оборотах. Но в реальности-то мы знаем, что в открытом стенде Астрал имеет такие обороты и температуру
при мощности на 140 Вт большей. Это более чем на 50% большая мощность. 400 Вт против 260 Вт в этом видео. Насколько его астралу душно в его корпусе. И еще более уныло вся эта мишура из красивых кадров, приятной речи и авторитетного мнения будет выглядеть, когда мы сравним эти цифры с нашим заведомо более слабым по системе охлаждения гигабайтом. Наш ПК построен вокруг концепции воздушных потоков, поэтому этот корпус работает с двумя боковыми стеклами, либо заглушенными меж-панелями. Поэтому в пару к штатному мы докупили еще одно стекло за 1000 рублей. Эффект от стекол я уже наглядно показывал на нашем канале. Воздушный поток в этом корпусе свободно заходит через нижнюю стенку и поднимается вверх сам по себе. Если вы думаете, что видеокарта что-то вытягивает из дна корпуса, то вы заблуждаетесь. В нашем корпусе карта максимально близко расположена к сетке. И вот вам наглядный пример. Включаем вентиляторы карты во время работы процессора в нагрузке. И ничего не меняется, вообще ноль эффекта. Видеокарта не создает никакого потока, она тупо гоняет воздух вокруг себя. Около 85. 85,5, вот где-то так. Было там что-то проскакивало 86,5, но вот в среднем температура примерно вот такая вот, 85-85,5. Сейчас я попробую включить вентилятор видеокарты, тоже на 1500 оборотов, и посмотрим, как изменится температура процессора. Что ж, 3 с небольшой минутки работает видеокарта, я, к сожалению, пропустил момент. 85-85,5 градусов у нас была средняя температура, стала 85, то есть разница полградуса всего-навсего с температурой, которая у нас была. Ну, то есть это вообще ни о чем. И если какое-то влияние видеокарты оказывает, специально я вас вот сбросил 3 минуты назад, что все, видеокарта работала постоянно все это время. Если какое-то влияние есть, то оно совершенно незначительное. Абсолютно никакого, можно сказать, влияния нет. И это в корпусе, где видеокарта стоит практически вплотную к нижней стенке. То есть она... там очень маленькое расстояние между самой видеокартой и вокруг пространством, чтобы воздух свободно мимо нее проходил. Большая часть воздуха все равно проходит через видеокарту, которая заходит в корпус ПК. Итак, во всех компьютерных корпусах вам нужно либо толкать воздух в видеокарту, либо собирать горячий воздух, который видеокарта сгенерировала, от нее. Иначе она будет просто коптиться сама в себе. Да, ситуация поменяется, если вы поставите карту на ризер. Она будет выдувать немножко вверх, но еще она будет выдувать вниз. И как это все работает, мы уже видели на этих примерах. Ну и последний элемент нашей концепции – это обособленная работа блока питания. Внимательные могли уже заметить, что блок питания не упирается в вентилятора, и он, в принципе, выдувает просто мимо них, мимо СЖО. Радиатор СЖО имеет смещение в переднюю часть корпуса. У нас остается свободное пространство для выдува с блока питания. При КПД в 92% блок питания будет выделять на расчетной игровой мощности где-то в 500 Вт еще около 40-45 Вт тепла. Чтобы все это тепло дополнительно не нагревало процессор, я сместил радиатор СЖО вперед. Конечно, часть все равно попадает в радиатор, я не спорю, но в значительно большей степени воздух от БП проходит мимо него, сразу вверх. Как вы знаете, процессор 7800X3D имеет толстую крышку, толстый слой припоя и очень маленький кристалл. Да-да, вот сам кристалл процессора. Да и сама структура этого кристалла такова, что сверху самих ядер находится 3D-кэш. То есть, в отличие от обычного процессора, ядра удалены от крышки. Между ними еще и зазор из кремния. Все это настолько затрудняет охлаждение этого процессора, что при тротлинге в 90 градусов я не могу нагреть жидкость СЖО выше 45 градусов при минимальных 600 оборотах вентиляторов на ней. Проще говоря, когда процессор уже установлен в ПК, мы его охлаждаем в систему водяного охлаждения, он нам показывает температуру 90 градусов, его крышка, вот эта верхняя поверхность, имеет температуру всего 45. Вот настолько неэффективна вся эта система. DirectDye во многом решает этот вопрос. Я имею в виду снятие крышки и установка водоблока напрямую на... Мы можем махом скидывать до 20 градусов температуры, сделая еще холоднее наш ПК, еще тише наш ПК. Но если вы еще не заметили тенденцию, я ее отмечу. Все дорогие компоненты этого ПК, в том числе и БП, на гарантии. Я резал только дешевый корпус, только дешевые вентиляторы. Все железки полностью стоковые и видеокарта на штатной пломбе. При сравнении с другими спорками прошу вас обратить на обороты вентиляторов, насколько они ниже в этом корпусе не только у карты, но и у системы водяного охлаждения.
А если мы обратим внимание еще и на то, что здесь вентиляторы 120-ки стоят, а не 140-ки, которые при тех же оборотах тише работают, чем 140-ки, то эта разница в уровне шума, она просто колоссальная. Я не знаю, зачем блогеры вот так вот кликают мышкой. Это вообще ни о чем не говорит. Это вообще никакой не показатель. Покажи обороты. Запустил тест Cyberpunk, 300 Вт расчетная мощность видеокарты, и я зафиксирую обороты вентилятора на 1000. Интересно, она нагреется до 66 градусов видеокарта? Успеет? Конечно, нет. Конечно, не успеет никуда нагреться. Почему мыло такое? Прекрасно, я считаю. Для такой мощности, при такой температуре, такой уровень шума и такая у нас производительность получается в этом тесте. Угу. Можете, в принципе, сравнить ее со стоковой производительностью 4090. Да, 4090 можно разогнать, можно включить побольше оборотов вентиляторов, но я считаю, что вот этот результат в комфортных условиях очень хороший. Ну что ж, смотрите, при 1000 оборотов вентиляторов на системе водяного охлаждения мы имеем температуру около 85, 85,5, вот где-то так. А крутим мы уже час. Вот, запишу для вас кусочек видео небольшой. Средняя температура 78, мощность 82 ватта средняя. Ну, все остальное холодное, понятно. Ну, вот проц. И обороты 1600. Двухсекционная система охлаждения Arctic Freezer 3 Pro. Ну, а вот так выглядел бы 4К или 8К гейминг. Холодный проц, горячая видеокарта, которая греется до 71 градуса примерно в среднем. Power тест Cinebench. 4 замера подряд, без пауз. И бублик работает. Ну, короче, 30 минут работы на 450 ваттах. Процессор немножко тротлит, можете обратить внимание. У него средняя мощность примерно, ну, короче, около 80 ватт. Упирается в температуру, установленную в биосе 90 градусов.
Вот, в принципе, небольшое снижение мощности, но тем не менее. Обороты вентиляторов вот такие. Сейчас, одну секунду. Выведу сейчас вам картинку всю эту на экран, потому что у нас происходит запись экрана. Вот сейчас ее сохранили. И примерно на 1 градус стало теплее в помещении за это время. Вот, несмотря на то, что у меня там небольшое проветривание есть, все равно 500 ватт. А нет, слушайте, вру, 600. Это вам не в тапки срать. Вот такой компьютер у меня получился. Я абсолютно уверен в том, что его владелец будет им доволен. Я сам им доволен. И мне было интересно собрать такой ПК. Надеюсь, вам тоже было интересно посмотреть это видео. Желаю вам всем хорошего настроения. Всем пока. Другие интересные видео про обслуживание и эксперименты с видеокартами ждут ваших просмотров и комментариев. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте ваши реакции. Удачи вам и хорошего настроения. Всем пока!